Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Телец на канале Таро Инспирационы. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс. Внезапный поворот событий в августе 2026. Ключ к решению вашей главной проблемы. Что ожидает ваш знак Зодиака? Вот давайте узнаем. Август у нас будет наполнен поистине судьбоносными событиями, и поскольку у нас происходит в августе коридор затмений, который откроется солнечным затмением 12 августа. И это будет происходить в знаке зодиака Лев. А закроется этот коридор частичным лунным затмением в знаке зодиака Рыбы. Но самое интересное, именно в середине, в промежутке этого коридора у нас происходит смена кармических узлов. И теперь это у нас ось Водолей Лев. Что для вас означает? Особенно солнечное затмение у нас, не забываем, Юпитер во Льве. И для вас длительная дистанция, мои дорогие любимые тельцы, которая будет касаться в первую очередь двух важных целей. Причем эта дистанция, если мы еще учитываем Хирон в вашем знаке зодиака, который зашел пока ненадолго. Он еще вернется в Овен и окончательно перейдет в апреле 2027 уже в ваш знак. Но пока вот эти месяцы до середины сентября, будьте внимательны. Они у вас могут, Хирон, это у нас всегда как символ израненного ангела или израненного целителя, мы говорим, то это какая-то прежняя история, в которой был бесконечный минус. Возможно, это было связано с отношениями и вашей ролью в отношениях. Поэтому так или иначе, вот это два пункта. Помните, первый – это стабильность, второй – это финансы. Вот что в центре вашего внимания. Итак, давайте с вами будем узнавать. Кому интересно поподробнее, приглашаю на свой сайт и оставлю все ссылки в описании под видео. И что для вас именно август месяц. Ну и вот все тенденции я тоже прописала. Итак, карты пасьянса, мои дорогие. События начала августа для тельцов. Какова прелюдия судьбоносных перемен, судьбоносного поворота. И помним, что до 12 августа это только лишь подготовка декораций. А для кого актуально? У нас будет очень хороший промежуток времени, самых первых дней августа, но включая по 16, может быть и утро 17, когда мы можем как-то удачно договориться. То есть вот и нас будут слышать, ну и мы как-то более ясно, может быть, сможем изложить свою мысль. Пока не вижу в первом ряду для вас совпадений. Идем дальше. И вот, можно сказать, в первом ряду совпадает книга. Книга – это учреждение, организация, какие-то согласования. Возможно, вам придется в какие-то учреждения отправиться, именно потому что нужно узнать что-то более такое долженствующее, как работает закон, к примеру, или как вы сможете осуществить свое намерение. У кого-то из вас это будут вопросы, которые связаны, может быть, с оформлением документов или обучением, мои дорогие тельцы. Вот примите к сведению. Для кого-то из вас, может быть, это необходимая подготовка к какой-то дороге, возможно, и переезду. У вас выпадает роза, и это любовь. Вопросы личной жизни. Ладно, что еще нам расскажут и покажут? Для тельцов на август. А ведь и правда любовь, какие-то взаимоотношения. Но и вы можете как переоценивать. Вы можете переоценивать партнера, у кого-то из вас может быть такая история запутанная, но тогда с учетом всех планетарных транзитов все-таки здесь может быть такой момент, когда вот ваша роль именно в каких-то взаимоотношениях, потому что у вас и дорога, и любовь, и опять же лебедь, это искренность, это чувство, это верность и карта. Но может быть значение точнее, но может быть у вас вот именно какая-то история проходит для кого-то, по крайней мере, трансформацию. И ваша роль прежде была в одном каком-то ключе, а здесь вы захотите тоже это изменить. Вот я такое не исключаю. Сами планетарные транзиты как подталкивают тельцов сделать какой-то важный выбор. Не просто ваше участие в чем-то, а кто вас готов сопровождать. Но в целом, смотрите, август месяц, спокойная энергия, спокойное течение жизни. Поэтому можете приготовиться к тому, что кто-то в отношении вас может проявлять активность. А еще выпадает бокал, это гости.
Это могут быть гости к вам. Это можете вы к кому-то засобираться в гости. Может быть, это и вопросы, как переезда, или вы будете рассматривать, да, какие-то позиции, мне это подходит или нет. Возможно, кому-то придется совершить несколько вот таких мелких поездок для того, чтобы что-то как и разузнать, так и чтобы увидеть своими глазами. Может быть, и важно с важным человеком встретиться. Что вас еще ожидает? Молниеносное известие. Будьте готовы, у нас выпадает в конце нашего пасьянса. И если мы говорим поворотный момент, да, в августе, и у нас это как прелюдия, это у нас еще пока подготовка декораций к каким-то разворотом событий или каким-то, ну, таким не случайным, может быть, случайностям. Почему говорю? Потому что молния, то есть скорость тут где-то присутствует, и фактор неожиданности, внезапности, это тоже верно. Значит, может быть, где-то середина месяца августа у вас и будет связано, к примеру, у кого-то человек, да, вот какая-то встреча может состояться, причем в другие сроки, может быть, в другом месте, может быть, какое-то предложение вам поступит. Я не исключаю, что это может быть связано и с работой тоже, но какая-то перезагрузка, мои дорогие тельцы, вам как будто этого не избежать. Ну, надо сказать, что и все планетарные транзиты, они где-то в унисон идут тому, что выпадает вам в картах пасьянса. Смотрю, что мы можем еще соединить. В нашем пасьянсе мы можем соединять карты, которые находятся в крайних рядах по горизонтали и по вертикали. Вот смотрите, спокойное течение жизни, у вас еще совпадает корабль. Корабль – один из символов Меркурия, и это перемены, коммуникация. Но вообще-то в этом пасьянсе исполнение желания, какое-то желание у вас точно исполнится. Поэтому это само по себе благо. Итак, что мы можем еще соединить? Смотрю внимательно, не вижу, честно говоря, еще совпадений. Давайте пойдем с вами дальше. Ну да, не вижу. Окей. Идем с вами дальше, достанем карты и проясним, что ж там за поворотный момент такой. И первая карта, что нового придет в вашу жизнь, на ваш порог. Может быть, это какой-то ключ к решению вашей давно какой-то создавшейся проблемы или вопроса. Может быть, это будет зависеть от того, что вы сами для себя поставите как в план. Все-таки для вас этот период именно стабилизации в первую очередь. Итак, что нового придет на ваш порог, в вашу жизнь? Кто проявит себя неожиданно? Давайте с вами узнаем, что не оставит вас равнодушным, не получится вам проигнорировать, видимо, придется каким-то образом продолжать. И третья карта, что же прояснится? Какие перед вами дороги откроются, в каких сферах жизни, может быть, вас ждет, ну, больше продуктивности или больше плюсов. Вот давайте это тоже узнаем, какие же дороги будут открыты для тельцов в августе. И что или кто изменит ваши планы? Чем запомнится вам август месяц? Что как будто из августа нужно с собой взять в будущее? Ну и карта совета и одновременно вопрос. К чему приготовиться? Что же там будет дальше? Может быть, с заходом на сентябрь или уже на осень? Так что же нового придет в вашу жизнь? Ух ты! А это все то, что я только что говорила. Союз. И правда, у кого-то может проиграться даже смена работы. Или на вашем рабочем месте это может какая-то должность, кстати, я вот этого не исключаю. Может быть, как оказия, освободившаяся вакансия, да, вы об этом мечтали, а тут у нас ведь такой с вами период, когда нужно быть очень внимательным к тому, что происходит как вот вокруг. Это мы говорим о событиях, и точно так же на нашу жизнь влияют люди, то, что происходит в их жизни. Каким-то образом нас это все равно как затронет, да? Или в зависимости от этого, от каких-то чужих решений, ну, нам придется договариваться, и, может быть, это ваш в чем-то интерес. Значит, у вас как действительно, посмотрите, открывается какая-то возможность к союзу. Может быть, это как новый союз. Возможно, я не исключаю. У кого-то даже может состояться знакомство. Ну, понятно, не для всех. Но для кого-то это может так вот и быть. Потому что тут у нас соответствует тузу треф.
И это всегда как, да, иногда это может олицетворять само по себе известие, новость, может быть, звонок, важный разговор или получение какой-то важной бумаги. Может быть и предложение, но это может быть как ваше решение окончательно продолжать какой-то союз. Тут больше я вижу как новый с элементом новизны. Пусть это ваш какой-то долгоиграющий план, но он тогда тоже будет как в новом формате. Но для кого-то это может означать по части личной жизни, какой-то личной истории. Давайте достану еще одну карту. С чем связан этот союз? Что-то телец будет думать. Карта книга, карта тайны. Здесь я не исключаю, что может быть какое-то такое известие от человека, даже которого вы знаете. Может быть и родственник, у кого-то, опять же, это личная жизнь будет. Может быть и отношения, которые у кого-то на расстоянии, да? Может быть какая-то важная встреча. А вот и правда вы тут какую-то тайну можете узнать. Книга – это всегда тайны. Причем тайны десятка бубен. Может быть, это какой-то финансовый вопрос. Я не исключаю, что для кого-то проиграется по работе как какое-то сотрудничество, которое вы точно будете продолжать, но, скорее всего, могут открыться некоторые особенности или какие-то детали. И тут вы от этого не уйдете. Но мы спросили вопрос, что нового, поэтому элемент новизны, то, что вы раньше не знали, а может быть не видели, не замечали. Вот у вас тоже может открыться как какая-то возможность, мои дорогие тельцы, продолжайте, потому что в этом есть смысл, как и финансовый, так и буквально. Какой-то союз вам помогает, может быть, и на последующий период решать для себя очень многие вопросы. Это как дорожка какая-то перед вами открывается. Королева свечей. Но в любом случае, вот эта карта сильной позиции, сильного человека, того, кто прошел какой-то очень сложный опыт, и вот теперь правильно умеет, как и распоряжаться деньгами, так и правильно работать с информацией. Может быть, много информации. Может поступить какое-то вам предложение или новость о встрече, может быть, с конкретным человеком. И не смотрим по полу карты. Здесь может проиграться какая-то персона, которая очень заинтересована в вас. А ведь и правда у кого-то персона, которая находится на расстоянии. И мы можем сказать, что у кого-то это по работе, да, может быть, дистанция какая-то, релокация, мы говорим. Возможно, вы отправляли резюме куда-то, кто-то желает именно работать, может быть, и на дому, да, или удаленно, может быть, у вас профессия такова. Или наоборот, желает куда-то отправиться или работать, чтобы работа была связана с командировками, путешествовать желает. Вот я этого тоже не исключаю. Все же по аркану звезда здесь у нас идет дистанция. Кстати, дистанция как и километраж, да, вот если мы с вами рассматриваем поездки, переезд какой-то, или гости даже, вы в гости, к вам гости, но вы здесь по этой карте сияете, мои дорогие, как звезда, потому что и идет еще и какой-то очень важный момент в вашей жизни. По аркану звезда у нас действительно сбываются мечты, но это карта популярности. И может быть какой-то творческий проект, кстати, когда вы приобретаете популярность, когда у вас решается какая-то тема, которая вас интересовала. Может быть, это и, кстати, с учетом многих планетарных транзитов, я могу сказать, мои дорогие тельцы, что вот с новыми технологиями, если у вас связана ваша работа или творческий проект посредством интернет или каких-то вот новых, да, по технологиям ресурсов, которыми вы пользуетесь, здесь тоже может быть буквально взлет вашей популярности. Причем тогда вы тут можете определиться как и с работой, но точно, скорее всего, вы как какой-то проект будете отшлифовывать и понимать, я теперь буду заниматься вот именно этим, потому что долгий период вам это будет приносить как и финансы, мои дорогие, вдохновение, откроют перед вами многие двери, поэтому у вас что-то на кону очень важное. И именно через союз. А вы раньше этого не видели, не знали. Может быть, это и связано даже с решением конкретного человека. Может быть, тут ведь по-разному может проигрываться, правда? Иногда это те люди, которые, ну, может быть, мы и не очень рады слышать, видеть их, а тем не менее, как предложение поступило, или пусть это вы рассматриваете как вариант, то я тут вижу тут именно с элементом
новизны что-то будет, чего вы раньше не видели, не замечали, не знали, а вот здесь что-то такое у вас будет проясняться. И это именно элемент новизны присутствует. Давайте следующую карту откроем. Кто проявит себя неожиданно или что вы не сможете проигнорировать? Да куда ж тут? Карта Солнца выпадает моим дорогим любимым тельцам. И вот смотрите, вообще в колоде Таро, можем сказать, или Норман, присутствуют только два аркана, которые именно о времени. Выбор правильного направления и время. И если мы говорим аркан Звезда, вот он вам только что выпал. Я сказала, долгий период, иногда лет 10-20. Аркан Солнца – это 6-8 месяцев. И это выбор правильного направления, все то, что я говорила. И ведь и правда вас не оставит равнодушными какая-то возможность. Прояснение будет какой-то ситуации. Вот тут вот по Солнцу это всегда ясно. То есть какая-то тема, а здесь у нас карта тайны, то, что было запутано прежде, здесь наоборот, приобретает новые смыслы, новое значение. Вы с чем-то будете определяться, рыцарь чаш. Тут поступит какое-то предложение или конкретный человек пожелает с вами встретиться, продолжить какой-то контакт. Будьте к этому внимательны тоже. Так, что еще нам скажут карты? Кто проявит себя неожиданно? А ведь и правда, я говорила, туз треф, да, туз свеча – это как туз жезлов, то есть идентичность. Тут может поступить от какого-то человека предложение или какая-то новость, может быть, которая тоже вас не оставит равнодушным, точно не оставит, потому что вы будете видеть в этом перспективы, что еще не сможете вы проигнорировать. А вы еще и на выборе на каком-то будете. Вам, правда, тут что-то может не нравиться. У кого-то даже и может не нравиться по части самого предложения, потому что, к примеру, вы что-то напланировали свое, да, а тут вам кто-то сбивает эти планы, и вы будете что-то вынуждены переиграть, передумать, с чем-то определиться. Двойка перьев – это всегда как мы на развилке. Вот приготовьтесь к тому, что какая-то жизненная развилка у вас будет. Именно потому, что кто-то проявит себя неожиданно, или пусть это будет в виде бумаги, сообщения, но нельзя проигнорировать, потому что для вас это какая-то как-то траектория, 6-8 месяцев с заходом на 2027. Но из-за этого узора вы слушаете нечто большее на более далекий период. Давайте мы узнаем. Так а что же это вот прояснится? Ну, вот она развилка. Вот правда, перейдите на мой сайт, я специально сделала фото и прикрепила на сайте к статье астрологическому прогнозу на август именно эту карту. Потому что для меня она олицетворяет сам по себе август. Это колода Ленорман Чиро Маркетти. И он именно эту развилку изобразил так, что мы как будто половину пути, ну это, наверное, как у Данте, божественная комедия. Мы половину пути уже прошли, и вроде бы было нам все ясно. Вот эта дорожка была определена, а вот теперь нет. А вот теперь нам нужно выбирать вот эти двери. И будьте внимательны, если мы говорим о планетарных транзитах, вот у вас будет время, как будто, ну вот с 12-го, может быть, и до 12, 13, 14, 15, 16, вот это точно. Как будто будет маневр, ну вот как что-то переосмыслить. Словно заглянуть в какие-то двери, ведь по сути дела какие-то двери мы открываем, это 12 число и солнечное затмение, если мы говорим о коридоре. И вот оно, солнце, подсвечивает уже одни двери. И лунное затмение – это как очищение, освобождение. Какая-то дверь закрывается сама. Может быть, и вы закрываете, потому что изменились обстоятельства, изменились интересы, изменились ваши намерения и цели. Будьте к этому готовы. Вот по части чего-то подобного будут проясняться некоторые события. Давайте мы узнаем, хотя бы с какой сферой жизни это связано. А вот точно. Но я надеюсь, все правильно понимают, что аркан смерти – это не про смерть, это карта трансформации. Вот, кстати, эта карта, точнее, колода Таро Евы, и автор этой колоды – доктор, поэтому у него вот, в принципе, много таких карт, где, ну, как изображение либо докторов, либо клиники, да. И вот смотрите, трансформация, то есть иногда человек, как вот этот доктор, патологоанатом, переживает вот эту трансформацию едва ли не каждый день, много раз, да, у него работа такова. И образ девушки.
Вот здесь кажется, да, что он работает один. А тут вот именно какая-то история, хочется сказать, как что-то нечто важное в вашей душе и в душе еще какого-то человека. Тут могут состояться какие-то важные разговоры, важные искренние разговоры, мои дорогие. У вас тут лебедь выпадал. Будьте готовы к тому, что какую-то историю, возможно, вам придется проговорить четко, ясно, быть правильно понятыми. Но и с вашей позиции будет важно правильно понять человека, не замечтаться. Но у вас все энергии таковы, когда наоборот, тут не замечтаться, а наоборот что-то прояснить. Поэтому трансформация неизбежна. И ведь всегда по этой карте завершения, окончания. Иными словами, какую-то дверь вы закроете. Давайте узнаем. Так, а все-таки, какие дороги перед вами откроются? Финансовые, так и хочется сказать. Какие дороги? Может быть, прежде у вас что-то не получалось, да? Здесь вы можете как финансово переиграть какой-то проект, что-то передумать, чему-то отдать предпочтение. Для вас вообще такой настрой на долгий период времени, кстати, мои дорогие тельцы, не работать до упаду. Вы очень выносливые люди, кто-то из вас буквально вкалывает. И вот здесь само как количество работы должно переходить в качество. Поверьте, сейчас доброй энергии для того, чтобы себя перестроить на этот лад. Поэтому все дороги, то, что и оно на самом деле вам буквально помогает и в течение августа, если мы говорим девятка пентаклей. У нас Венера в Деве до, по 6 где-то, да, августа. И это такой, знаете, строгий бухгалтер Венера в Деве, который вот действительно то, что в реальной жизни нас заставляет увидеть. А после Венера переместится в Весы, а это уже договоренности. И там вот где-то будет такой момент скользкий, когда мы можем согласиться на что-то удобоваримое, такое, вот знаете, 50/50. Поэтому по финансам вот какие-то ориентиры, может быть, для вас лучше всего, как давать себе обет, давать себе зарок, что вот теперь я буду действовать так. И для этого идеальное время по финансам, по планированию будет как минимум, потому что Венера, ваша планета-управитель, именно в Деве. А Дева, как и вы, земная энергия. Вот много земных энергий будет первая неделя августа. Поэтому тут у вас что-то по деньгам, как и деньги могут приходить, в принципе, в большем объеме, так и какую-то задачу денежную вы можете решить и останетесь довольны. Ну и на последующий период кто-то из вас именно возьмет, новую дистанцию по заработкам. И, может быть, это будет сопровождаться новыми союзами, новыми возможностями. Положу эту карту так, потому что на кону, мои дорогие любимые тельцы, ваше солнце. Итак, следующая карта. Что или кто изменит ваши планы? Мыши. Мыши это у нас, так себе, скажем, да? Ведь это всегда что-то из-под тишка. Это что-то такое, что мы не видели, но потом увидели все-таки, да? Увидели, довольно не остались. Понимаем, что кто-то ведет двойную игру. Кто-то как будто дожидается того момента, когда мы как ослабим внимание и делай, что хочу, да? Как в такой шутливой поговорке: кошка с дому, мыши в пляс. Вот мы можем, вы можете для себя точно определить, кто с вами хитрит, кто с вами неискренен. Что или кто изменит ваши планы. Тут может изменить даже планы, когда вы, допустим, вы для себя поставите какие-то определенные цели. Может быть, это будет связано с согласованиями и подписаниями каких-то важных бумаг. И башня – это не та башня, которая в колоде Таро. Это в Ленорман обозначает больше как раз какую-то структуру учреждения, организации. Все то, что я говорила по открытой книге, в пасьянсе. Может быть, вот вам нужно, да, что-то прояснить, узнать. И вы вдруг узнаете, к примеру, даже находясь в кабинете у чиновника, что вас кто-то, как водил за нос. Может быть, и конкретный человек, который, может быть, персона, которая именно занимает какой-то пост, да? Вы тоже можете для себя случайно совершенно узнать
изменит ваши планы. Потому что, ну, как-то так складывается, что реальность другая. Вы видели и предполагали в одном каком-то ключе, а здесь у вас прояснится буква закона. Или у вас прояснится, на что вы можете рассчитывать. Вот давайте я перемешаю колоду, и на Таро мы с вами узнаем. Я не исключаю, что может быть и такой момент, который касается у кого-то, может быть, и родственников, близких, коллег, то есть тех людей, кого мы не можем исключить. И, может быть, какую-то тайну вы о человеке узнаете, кстати. И я такого тоже не исключу. Да, тут, знаете, может скрыться даже какой-то обман по деньгам, кстати. И это будет несколько менять ваши планы. Здесь из-за денег может быть какой-то человек, аркан мага, выпадает, когда вы понимаете, что у вас вместе связывают только лишь финансы. Может быть, это ситуация, кстати, по работе. Может быть, это какой-то совместный проект. Тогда будьте готовы, что какой-то человек тоже может изменить ваши планы своим решением. Возможно, вам... А что он несет? Что несет этот человек? Не, он несет какие-то договоренности. А что такое аркан крысы? А тут вот как. Вы кому-то не верите. Кто или что изменит ваши планы? Ваши планы может изменить тот человек, от которого вы устали. И тут у каждого по-своему. У каждого будет какая-то своя прелюдия. Может быть, долгая история, касается либо личной жизни, либо, ну, именно работы и финансов. Но все же, если даже это касается работы и финансов, то это конкретный человек, с которым у вас прежде было доброе общение. Может быть, когда-то очень давно, я не исключаю. Тут какая-то история, может быть, вы думали, что она завершилась. Мои дорогие тельцы, нет, это будет продолжено. И каким-то образом это будет менять ваши планы. Тут даже может какой-то человек в ваш адрес проявиться, а телец не верит. Может быть, вот эти энергии такие, да, мы говорим, которые как раз стабильность и финансы. Вот сейчас не хочется собой рисковать, и это правильно. Но, может быть, выслушать кого-то вам придется, потому что вам, ну, правда, какой-то все-таки союз выпадает. И где-то карты вот подтверждают, что, ну нет, что-то тут будет продолжено. Но я не исключаю, что и тайна какая-то у вас будет открыта. Может быть, вы для себя выберете ту траекторию, как обозначите какие-то внутренние границы. Скажете, хорошо, вот я, допустим, в этом деле буду участвовать, но на определенный срок. Или вот только в каком-то таком формате. Может быть, это отношения, когда вы тоже захотите пронаблюдать, кстати. А сами так будете делать выводы и анализировать, наблюдать. Да? Вот именно наблюдать. И где-то карта наблюдателя, четверка пентаклей вам и выпадает. Как проявляется человек? Могу я ему доверять или нет? Потому что явно у вас какая-то история продолжается с какими-то новыми темами или с какими-то новыми решениями. Может быть, это зависит от решения человека или обстоятельств. Но вы тут зоркий сокол. Вы тут смотрите именно в центр проблемы. Кому-то тельцы не доверяют. И именно это у вас будет продолжаться. И это может быть для вас поворотным событием или как ключ к решению какого-то вашего вопроса или давно сложившейся проблемы. Будьте внимательны. Чем запомнится август? Что нужно взять с собой в будущее? Вот это да. И вам ведь уже выпадал 13-й аркан. Этот аркан называется у нас как? В классической колоде называется гроб, здесь он у нас называется саркофаг. Вот что нужно взять с собой в будущее? Что-то его еще из прошлого не завершили. Вот я только об этом говорила. Какая-то история у вас должна, знаете, продолжиться до максимума. Или она должна развиться, как, знаете, дайте событиям каким-то развиться. Что это означает? Вы знаете, тут все произойдет в свое время. Не торопите события, мои дорогие тельцы. Тут у вас не совсем так обычный расклад. Просто я на этом заостряю внимание, потому что первая позиция, она ведь тоже где-то такая же. А это где-то с элементом новизны.
Я не исключаю, что какие-то отношения, но в новом формате, в новом ключе, с новыми задумками, с новыми идеями, с новыми целями, с новыми намерениями, с новыми маршрутами. Но именно это как что-то переиграть хорошо знакомое. Но в этом хорошо знакомом, опять же, карта развилки. Тут будет какая-то дверь, которую вы закроете. Причем закроете, вот правда, тут и может быть история сложных отношений. Может быть и по работе иногда ведь тоже такое бывает, да? Бывают конфликты. Иногда бывают конфликты с руководителем. Поэтому вот у кого-то так может проиграться, что да, может быть, я бы и хотела поменять работу, но тут вот вы просчитаете что-то, опять же, стабильность, финансы в центре внимания и понимаете, нет, я лучше добавлю еще один какой-то проект, но этот проект или вот эту работу я оставляю, потому что пока оставляю, чтобы, ну вот она мне приносит стабильность. И по части дополнительных доходов вы тоже можете для себя открывать вот уже новые двери. Может быть и так. Или какой-то выбор будет напрямую связан с предложением. Помните, мои дорогие, на кону солнце. Тут не время, наверное, так, знаете, наотмашь бить. Или наотмашь бросать какую-то фразу. Пусть это будет какой-то вердикт, потому что вроде бы оно завершается. И чем запомнится август, что нужно с собой взять в будущее. Вас какая-то история научила. Все-таки как ни крути. Девятка бубен, деньги, мои дорогие. Какая-то история по деньгам будет вас заставлять не рисковать, а поступать, так знаете, осторожно очень. И в этом ваша сила. Именно вот эти энергии нужно взять с собой в будущее. Это еще что-то переиграется. По сути дела, это ваш какой-то опыт делает вас сильнее. Делает вас, и, кстати, карта белого медведя, это самый сильный, говорят, медведь. У вас сильная позиция. Что нужно взять с собой в будущее? Интуицию, мои дорогие. Вопросы дома могут проигрываться, вопросы личной жизни. По рыцарю Пентаклей очень часто проигрывается персона, которая очень расчетливая. Может быть, и вам самим тоже где-то нужно не торопиться. Кстати, по этой карте проходит регламент составления документов, который не проходит быстро. И десятка, опять же, Пентаклей, правда? Тут рост финансовый. У кого-то из вас на кону будет смена статуса, приготовьтесь и к этому, с десятка Пентаклей. А может быть, будут рассматриваться вопросы по части не просто поездок, а и переездов. Но мы все разные, берите от нашего расклада лишь то, что откликается вашей душе. К чему приготовиться? Тельцу. А вот и приготовьтесь к переменам. Карта всадник. Карта также человека, конкретной персоны, которая спешит на ваш порог. Или это как известие, какая-то бумага, здесь у нас буквально почтальон, но на радуге. Это возможности, это какие-то, знаете, темы, которые должны быть продолжены в будущем. Вот я долгое время на все лады, по-моему, об одном и том же и говорила. И где-то это вот завершающий аркан и говорит, что у тебя сейчас телец в августе. Вот так вот, может быть, постепенно, шаг за шагом будет что-то проясняться. Не гони лошадей, хочется сказать. Не торопись выносить вердикты. Анализируй, наблюдай, соглашайся. Потом ты посмотришь, то есть пронаблюдаешь. Это наблюдателем быть очень полезно вам в августе. Но у вас возможности приходят. И, безусловно, это, знаете, как вот этот вот корабль, да, который мы с вами соединяли, символ Меркурия. Я должна сказать, тут у кого-то маг. Иногда ведь по этой карте именно, пусть не в этой колоде, прорисован знак Меркурия, и для кого-то может проиграться, как близнецы или дева, вот тоже соответствует аркану маг. Может быть, это есть или конкретный человек, рожденный под знаком таким, или это есть асцендент, может быть и так. Тут у каждого будет по-своему. Но ведь это ваша задача стать магом и волшебником собственной жизни. И у вас нет ничего невозможного. У вас на кону, как и выбор ближайшего какого-то будущего, 6-8 месяцев, это для вас какая-то очень четкая траектория. Она складывает дальнейшую палитру событий на долгий период. И именно какой-то поворотный момент может быть у вас связан как и с человеком, так и с получением какой-то важной новости, когда вы можете и изменить планы, но это точно будет продолжено. И поверьте, еще осенью вот то, что у вас как закручивается, только начинается в августе,
там пойдет еще что-то интересней, но вам будет нравиться. Девятка червей. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые тельцы, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете искренние душевные комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, читайте статьи, гороскопы на моем сайте. Все ссылки в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.